А в этом выпуске мы собрались в отпуск, но улетели только с 3-го раза. Поселились в отеле в джунглях. Я отправился на поиски клада. Поставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы не отвлекаться, и приятного просмотра! Ола, амигос! Мы с Дашей решили слетать в небольшой отпуск, но у нас сразу все пошло не по плану. Буквально вечером накануне поездки нам приходит письмо о том, что рейса не будет. Рейс отменили. Его даже не перенесли. Его просто взяли и отменили. И типа звоните по телефону, пускай там передоговаривайтесь, чтобы там на другой рейс. Дело в том, что я по номеру-то позвонил, провисел на линии, с меня списали деньги, оказалось, что это платно. Все операторы заняты и сбрасывают с телефона, и все. В итоге мы приехали в аэропорт решать, как нам быть. Но это все еще осложняется тем, что у нас уже есть брони отеля, плюс там по погоде мы вписываемся, нормально так вписывались в хорошую погоду. Ну и непонятно, в общем, если на другой день перенесут, то сможем ли мы перенести отель или не сможем, вернут они деньги, не вернут. И, соответственно, если мы переносим один, на другой день рейс, то нам надо и второй рейс переносить на другой день. В общем, очень все тяжело. Сейчас будем решать, как это, не понимаю пока. Ну что, мы на самом деле без всяких проблем поменяли билеты, сместили поездку на 2 дня, и в итоге мы летим туда не на 2 ночи, а на 3. В общем, побольше отдохнем, там будет тепло, может быть, даже в бассейнах искупаемся. Вот. Единственное, жалко, что так-то сейчас туда улетели еще Коля с Фаей и Олег с женой, с Юлей. Вот. Поэтому думаю, что все вместе отдохнем. Но ребята отдохнут сами, а мы сами. Зато 3 дня. И теперь надо еще умудриться перенести отель. У меня крик души. Я удивлена, что мы просто легко решили вопрос. Да, нам сейчас надо будет и порешать вопрос с отелем, но мы просто взяли и нам поменяли билеты, какие хотим вообще, без разницы, что они там в 10 раз дороже стоят, чем мы купили. Но это прям приятно удивило, что не пришлось ругаться. Хотя, если бы, наверное, это было... Ну ладно, неважно. Опустим эти моменты. Если бы это была авиакомпания какой-нибудь российской, я уверена, что... Сине-белым лоукостером? Да, то нужно было бы очень долго ругаться. Мы терпеть ненавидим победу вообще. Да. Вот. В общем, приятно удивлены, счастливы, рады. А еще я сходила в туалет, тут очень чистый туалет. И вкусно пахнущий. Очень рекомендую сходить в туалет в аэропорту. Да вообще ходите почаще, и все будет хорошо. Короче, ребят, сложности на этом не закончились. Отель очень долго не хотел с нами связываться, точнее отвечать на наши попытки с ними связаться, просто игнорируя. Потом они написали одно сообщение, что типа у нас какие-то там технические проблемы, и снова пропали. При этом Даша звонила им там 100-500 раз на номер телефона на сайте, писала им в WhatsApp и даже в какой-то там социальной сети в комментарии написала, что типа свяжитесь со мной. Мы, как только узнали, что рейс отменен, сразу им написали, как только мы перенесли рейс, сразу им написали даты, на которые хотели бы перенести наше бронирование. Точнее, это уже покупка была, то есть это все было оплачено. В итоге, сейчас туда улетели Коля с Олегом, так бы мы сейчас вместе отдыхали, но они там, купаются в бассейне, я попросил, в общем, Колю, сходить до отеля и все-таки как-то их подопнуть. В итоге до отеля сходили, они после этого с нами связались, но сказали, что мест у них нету на эти даты,
и перенести они не смогут. А деньги они не вернут, так как по условиям нашей оплаты, ну, нашего бронирования, это не предусмотрено. Вот и все. Просто $100 сгорело. Мы сейчас вот прям в данный момент с ними переписываемся, уже там последний просто аргумент, что, ребята, мы блогеры, мы едем снимать, и мы в любом случае расскажем про ваш отель, мы расскажем, как это было и как вы выкручиваетесь из ситуации. Ну, посмотрим, сработает это или нет, вот, но на данный момент, ну, знаете, вот когда деньги заплатил за что-то, за какую-то услугу, и все, вот 100% предоплаты ушло, они просто очень нехотя с нами связываются, очень нехотя отвечают, никаких вариантов у них нет. А мы в данный момент ищем другие варианты. Опять же спросили Колю, раз он там на месте, может он узнает в своем отеле, сколько это будет стоить. Ну, в общем, пока на самом деле какие-то все нервы и вот настолько все это как-то тяжело и неприятно идет, вот вообще уже никуда не хочется ехать. Это вот хорошо, когда реально ты, ну, у тебя есть деньги, ты зашел на сайт, купил билеты, забронировал отель, и все. А тут начинаются вот эти все поездки с обменом билетов, с переносом бронирований. Вот я вообще это не люблю. Ну, в общем, не знаю, настроение ноль. Не знаю, может найдем что-то. Либо будем жить в каком-нибудь бомжатнике. Потому что, честно сказать, платить $300 за ночь я не готов. Вот. Что-то как-то это перебор. Мы хотели съездить, ну, буквально там на 2-3 дня, так, передохнуть. Но это не должна быть поездка века, когда у тебя бюджет вообще в небеса улетает. Ну, в общем, не знаю. Короче, только мы им закинули инфу, что мы снимать едем, сразу они написали: подождите, пожалуйста, сейчас мы обсудим с руководством, я вам сообщу. В общем, пошло снова какое-то движение, ну, посмотрим. Ну, в общем, отель так ничего и не отвечает, даже несмотря на то, что обещал. И мое предложение им, видимо, не очень интересно. В общем, я попросил Колю сходить на ресепшн их отеля и узнать там все условия. Сейчас идут какие-то праздничные дни, поэтому там полная загрузка. И мне предложили прайс, который, ну, сильно дороже и чем у Коли, и чем везде. Ну, в общем, я после этого написал, что, мол, мы оплатим наличкой, мы блогеры, мы все снимем, покажем, как есть отель, сервис. Ну и вроде как они дали какой-то интересный прайс. Наверное, мы согласимся, поскольку, ну, судя по тому, что ребята в данный момент, вот прямо сейчас снимают оттуда, они там в гольф играют, у них там бассейны, их вкусно кормят, отель находится в джунглях, ну и, в общем, почему бы и да. Все, ребят, последние приготовления, мне привезли деньги, мы же за отель наличкой будем платить, в общем, вот, заказал, чтобы доллары... Криптодоллары перевели мне в песо. Вот привезли песами. Ну все готово. Бронирование подтверждено. Деньги на руках, билеты есть. В принципе, вроде бы вопрос решили. Ух, новыми деньгами привезли. Так что это все за отель уйдет. Прикиньте. Вот так вот. Это сейчас еще новые деньги. Обычно привозят вот такими вот стопками. Типа вот столько это там в магазин сходить, например. Вот. Поэтому да. Все. Даша говорит, все забронировано. Все готово. Да. Вроде бы вопрос решен. Ну, теперь можно и собираться. Привет. Привет. Я полетела в отпуск. В отпуск, да? Ну что, ребят, сложности с организацией мы вроде бы преодолели. Поэтому это позади. Мы в аэропорту. Пора вылетать.
Это что за ужасная авиакомпания? Или это нам так не везет? Я не понимаю. Мы приехали, в итоге в 10:45 мы должны были вылетать. Тут показано, что все-таки перенесли 11:25, а с 11:25 перенесли на 15:30. Кошмар, это весь день потерян. Просто, я не знаю, какая-то невезуха с этим флайбонди. Мне они уже не нравятся. Да, ребят, капец, конечно. Мы изначально хотели 2 дня из 3 отдохнуть с нашими приятелями, с Олегом, с Колей, с их семьями. В итоге Олег-то с Колей отдыхают по полной. Вот. И сегодня даже уже летят домой. Мы думали, ну хоть пересечемся, вот, ну чуть-чуть. Вот, не знаю, фотку совместную сделаем и по бокалу вина выпьем. И все, они домой, а мы в их же отель отдыхать. Ага. Короче, в связи с переносом мы прилетим позже, чем вылетят они. Флайбонди дважды не дал нам вместе отдохнуть. Сволочь. А еще я из-за этой авиакомпании угорел на $100. Это стоимость отеля. Плюс на такси. 2, 3, 4. Ну, туда-обратно, туда-обратно. 4 раза такси. Вот. И я не смог отдохнуть с компанией, с которой хотел. Ну вот, что делать? Вот как можно с них взыскать эти деньги? И это же моральный вред, в том числе. Прям вред. Я страдаю. Короче, посоветуйте, кто знает, что можно с этим сделать, потому что, ну это вообще ерунда. Все, попытка еще одна. Какая? 3-я попытка. Надеюсь, все получится. Мы пришли, а на табло написано, что выход на регистрацию закрыт. Меня уже, честно говоря, от флайбонди, от всех его оповещений, уведомлений просто потряхивает. У меня ощущение, что мы опять где-то что-то изменится, мы не попадем, не улетим. В общем, нервозно с этой компанией. Это ведь наш первый полет с ребенком. Мы знать не знаем, что надо брать на места. Естественно, мы ничего не взяли. Надо было памперсы, водичку, там еще что-то. В итоге только взлетели, сразу достали рюкзак со всякими вещами-то вон и пошли переодевать ее, потому что она была вся мокрая. Так она пила воду. Ну, в общем, тут в 4 руки пытаемся изворотливую девчонку переодеть во все сухое. Да, маши рукой. Скажи, подписывайтесь на нас и ставьте лайк. Да? Это, конечно, новые какие-то ощущения. Вдвоем летать было проще. Ну все, ребят, 1:50 и мы на месте. Чувствуется уже, что это другой абсолютно климат. Здесь плюс 32 градуса. Просто обалденно. Наконец-то. И, кстати, от самолета мы идем пешком. Как жалко получилось. Вот мы заходим в здание аэропорта, а Коля прямо сейчас на этаж выше стоит в очереди, чтобы сесть в самолет. В общем, мы тут не пересечемся. Жалко. Ну все, нас встретил Эмилио
забрал нас из аэропорта и вот сквозь джунгли везет нас в наш отель. Hola. ¿Tienen reserva? Sí. Sí, Dalia. Daría huéspedes anteriores. Es un mapa del tesoro. Como un par de pistas que les dejaron. ¿Les avisaron esto o no? Это mi amigo. Ajá, su amigo. Gracias. Tienen ahí un par de pistas para llegar a un tesoro. О, Así que, eso sería. muchas gracias. No, de nada. Олег с Колей, когда выезжали, оставили мне какой-то сюрприз. И человек на ресепшене передал мне записку. Мы сейчас заселимся в номер и обязательно посмотрим. Ну все, лакей провел нас до нашего номера. Давайте посмотрим, в каких условиях мы проживем ближайшие 3 ночи. Дашуля, ты будешь показывать? Давай ты. Хорошо. Итак, огромная ванная комната с зеркалом, с душевой зоной. Немножко жалко, что нету ванной, потому что мы взяли круг для Теи, чтобы она могла поплавать. Да и сами могли бы полежать, на самом деле, в ванной. Дальше проходим. Итого, смотрите. Колыбелька детская. Ой, вообще красота. Огромная кровать. Еще дополнительная кровать. Телек. Комната на самом деле довольно большая. Тут что-то все зашторено. Здесь окно. А здесь, видимо, балкон. Ой, ребята, вы просто не представляете, как здесь обалденно. Отель находится в джунглях. Нас на такси везли прямо вот по джунглям. И выходишь, тишина, стрекочут какие-то вот сверчки. И пахнет просто нереально. Пахнет тропиками. Мы так соскучились по этому аромату. Это что-то среднее между Таиландом и Батуми, наверное. Потому что и то, и другое тропики. В общем, что, сейчас разложим вещи и пойдем ужинать. О, какая мягкая кровать. Облачко. О, классно. Большая кровать. Наконец-то. Вот так выглядит записка от Олега. Давайте смотреть. Короче, открыл. Это карта затерянных сокровищ. Очень интересно, что там так. Ого! Вы что, прикалываетесь? Олег, ты сам это? Или... Смотрите. Это реально карта. Это реально карта. Офигеть. Где вода шумит и камни сияют зеленым отливом. И нарисован клад. Круто! Это круто! Офигеть! Вот это неожиданно. Слушай, вот ты голова. Вообще. Ну что, я, конечно, сейчас ночью по джунглям бегать не буду, но завтра с самого утра отправлюсь и найду. Спасибо. Доброе утро. Буэнос диас. А какой у нас отель. Невероятно красивый, зеленый. И вот ночью была кромешная тишина. Только слышны были какие-то вот стрекочущие животные. А утром птицы. Просто потрясающе. Но несмотря на эту красоту, ночью мы обнаружили, что потеряли рюкзак для ребенка, с помощью которого удобно носить ее. И это большая потеря. Искали, где взять, но, похоже, мы забыли его в самолете.
Ну все, мы набрали на завтрак, взяли немножко. Ну, тут на самом деле, ну что здесь прям выбор вообще. Я что-то, честно, не заметил такого. И вот. Ну, то есть что, омлет, как скрэмбл, сыр, колбаска, сладости, фрукты и все. Ну, Вот там есть еще йогурт, и там есть еще йогурт и типа сухих завтраков. Ну, Да, ну, допустим, овощей я не увидел. Вот. Ну, не густо, но надеюсь, что будет вкусно. Вот. В общем, что, какой план на день? ты сказал, будем в отеле. И А ты? поедем в город. А я, как ты? Аджина. Сейчас сходим до ресепшена. Вот, я на чем остановился-то? Мы потеряли рюкзак. Я потерял, скорее всего, рюкзак детский. Вот, и так как у меня испанский... Ну, кстати, здесь за завтраками девушка сказала, как хорошо вы говорите по-испански. Ну, нет. Вот. В общем, я хочу попросить Портенья, ну, это на ресепшене кто, чтобы он позвонил в авиакомпанию и... момент. А? Номер? 500 сумм. Чтобы он позвонил в авиакомпанию и узнал среди забытых вещей, есть ли там наш рюкзак. Вот, потому что мы отмотали весь этот клубок, и вариантов не так много. Это либо мы забыли вытащить его из лотка, когда проходили досмотр, либо на багажной полке в самолете. Так что будем искать. Вещь очень нужная, и расстаться просто так мы с ней не готовы. Ну что, в общем, все в курсе. С ресепшена написали в авиакомпанию. И если будет положительный результат, нам сообщат. Вот. В общем, на том пока все. Ну что, ребята, отель на самом деле очень красивый, а вот завтраки, ну, довольно посредственные. Вот. Ну, я просто был в Турции. Пока Турцию никто не переплюнул. Реально, турецкий сервис пока вообще очень хорош. Вот. А мы позавтракали и сейчас посмотрим зону бассейна. Ребята, смотрите, какой вид отсюда. От нас всего лишь 500 метров до Бразилии и чуть больше до Парагвая. И вот этот мост и колесо обозрения — это уже Бразилия. Ну что, ребят, пришло время и нашей дочке понять, что такое бассейн, и впервые опробовать это. Давай. Все, опускай. Опускай ниже. Ну пусть она поплавает там. Давай. Ну полностью опусти ее. Полностью. Все, пусть плывет. Плыви, дочь, плыви. Сейчас посмотрим, что дальше. Все. Она, конечно, ревет, но только вынимаешь, не ревет. Ну, в общем, надо ей распробовать эту историю, наверное. Ну, в общем, дочь у меня отказалась. Вот, может быть, попозже попробуем. Ну, а я не имею возможности больше терпеть. Я мечтал о бассейне уже давно, поэтому uno, dos, tres. Смотрите, как круто карта сделана, да? Затерянные сокровища. Карта для Алекса Сивкова.
Вот, собственно, схема. Я так понимаю, что это, наверное, схема отеля. А ниже клад, где вода шумит и камни сияют зеленым отливом. Ну что, идем искать. Я так понимаю, тут главный вход, и надо выйти немножко за него, судя по схеме. Надо еще найти, где гольф, потому что я пока вообще не представляю. Хотя, может, спросить на ресепшене или поищем, а? Давайте поищем для начала. Черт, ребят, я очень далеко ушел. Мини-гольф, вот. Пошли. А я уже прям за территорию ушел. Так. Вот мини-гольф. И вода шумит. И камни сияют зеленым отливом. И камушки сияют зеленым отливом. Ну что, где-то здесь? Прикол. Смотрите, что нашел. Пацаны, вы, конечно, волшебники. Олег, Коля. Прикольно. А там еще и записка. Давайте смотреть. Так, ребят, ну давайте смотреть. Баночка пива в такую жару, а сегодня 32 с лишним градуса. Это очень приятно. А это что такое? Блин, ребята, вы так заморочились, а? Это так круто. Я тебя поздравляю, ты нашел клад. Произнеси заклинание. В тени густых лиан, где джунгли шумят, птицы экзотические песни звенят, и с первым глотком пива начинается отпуск. Ветер свободы в душе зашумит. Хорошего дня! Господа, да здравствует отпуск! Блин, так просто порадовать человека, это же совершенно несложно, казалось бы. И ребята это придумали, сделали. Я вами горжусь. Спасибо большое. Здесь же напротив ресепшена находится стойка с партнерами такси. Ну, вернее, это, видимо, машины от отеля. И 10 тысяч песо будет стоить нам, скататься в центр, погулять, и дальше нас оттуда заберут. Вот, поэтому воспользуемся сервисом отеля и съездим. А дальше посмотрим. Тут у меня есть парочку контактов от местных таксистов. Возможно, покатаемся потом еще с ними. Возможно, это будет даже дешевле. Перелетев Атлантику на запад и до упора от экватора на юг, найдешь ты место удивительное в мире и не забудешь никогда его, мой друг. Здесь люди ходят вниз головою, и солнце днем на севере стоит. Зима здесь летом, лето тут зимою. Ребята, мы приехали на место достаточно уникальное. Здесь, в Игуасу, в Пуэрто-Игуасу, есть граница 3 государств. Именно линия рек, 2 рек здесь пересекающихся, образуют пересечение 3 государств. Это Аргентина, Бразилия и Парагвай. И здесь как раз видно их всех. Именно этот мост с этим колесом обозрения на бразильской стороне видно из нашего отеля. Господи, как это красиво!
А на бразильской стороне также стоят люди и за нами наблюдают. Под флагом голубым, с белой полосой и ярким солнцем в середине. Красивая страна. Да, место очень красивое, видовое. Сюда нужно обязательно приехать посмотреть. Правда, виды потрясающие, но рассказывать про него особо-то и нечего на самом деле. Кроме того, что Бразилия, Парагвай и другие страны Латинской Америки, включая Аргентину, естественно, входят в такой торговый таможенный союз, Меркосур называется, внутри которого не нужны визы, и для передвижения достаточно быть гражданином одной из стран. Вот. Или иметь, насколько я знаю, карточку резиденции. Ну, наверное, раз уж мы так близко к этим странам, надо в одну из них съездить и пополнить список штампов в паспорте, либо воспользоваться нашей новой резиденцией. Посмотрим. По крайней мере, у нас на это есть еще целых 2 дня. Да, просидев почти год, 11 месяцев в одном месте, ну, в городе, не в одном месте, в одном городе. Вот. Конечно, очень хотелось выехать куда-нибудь, да просто сменить обстановку, почувствовать вот этот вайб путешествий. Лучше, если бы это было на самолете. Ну и, в общем, оказалось, что на самом деле все довольно доступно, довольно недалеко и очень удобно. Вот. И я прям очень рад, что мы выбрались, вот, что мы разведываем новые места, что мы вместе, что мы поехали нашей семьей. Это тоже здорово, нашей большой семьей. Это первое путешествие. Ну, большой, больше, чем была. Вот. А тебе как, Даша? Ой, я пока еще не знаю. Мы же еще не были на самом главной достопримечательности. В целом такой неплохой, вроде бы маленький городочек, миленький, чистенький. Вот. Путешествовать это классно. Вот. Я очень скучала по путешествиям. А ты что скажешь, человек? Анатолий на морячка похоже, то ли на Фунтика в этой шляпке. А еще она любит эту песню. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою и еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех счастливее и дороже, всех доверчивее и строже в этом мире доброта. В этом мире доброта. Та-та-та-та-та. Ну что, ребят, мы наконец-то добрались до ужина. Мы сегодня не обедали, очень хотим есть. Я даже заранее выбирал блюда, которые мы будем заказывать. И вино. И вот, кстати, я хотел взять мальбек, но сомелье посоветовал мне взять каберне фран. И на самом деле спасибо ему большое, потому что это обалденный аромат. Просто шикарно пахнет. И я думаю, что к филе миньону, который я заказал вдобавок, это подойдет просто идеально. Ну что, ждем. Надеюсь, они его не пережарят. Попросил medium rare. О, ребят, принесли наконец-то филе миньон. Надеюсь, прожарка пойдет, а не как вчера. Но выглядит хорошо. Пахнет тоже. Давайте пробовать. Нежнятина. Это хорошо. Это сделать еще вот так вот вкусным красным вином. Вообще песня. Не знаю, это лучшее сочетание, которое может быть. Это говядина, хорошей прожарки и красное вино. Muy bonito. А Даша принесли пиццу, она только слупила вот вообще в миг, даже проживать не успела. Даже есть хотела. Пицца-то вкусная была? Ну,
я ела вкуснее пиццы, но когда ты голодный, нормально питаться. Понятно, в общем. Пицца на ход ноги. Я, честно говоря, ее попробовал, но тесто для пиццы вообще не алё. Сыр тянется. Все остальное, короче, это не та. Это пицца неаполитанская, но это не неаполитанская. Хотя бы хотелось неаполитанскую с тонкой серединкой и пышными пузырчатыми краями. Но это не то. Ну, у меня тут гарнир закончился рано. Картошечки было маловато, а филе миньона, достаточно. Я попросил упаковать, добавить, так скажем, гарнир из другого блюда, которое вчера ела здесь. Это была вырезка с овощами. Вот я попросил овощи. Типа овощная подушка была. И знаете что? Мне официант предложил, может, вам, говорит, вообще подогреть? Я говорю, да, пожалуйста. Он забрал полностью блюдо на кухню, и мне его переупаковали, переоформили бекончиком. Филе миньон обвернули. Все тепленькое. Выложили красиво овощи. Красота. В плане сервиса вопросов нет. Даже вчерашняя история, когда я просил прожарку medium rare, а мне принесли medium well, я подозвал официанта, напомнил ему о его вопросе и моем ответе, показал ему прожарку мяса, он такой, понял, мы заменим. Ушли, он ушел, унес, принес, и было очень хорошо. Короче, сервис здесь нормально, очень заботливо, очень внимательно, это очень важно. Все-таки, ресторан это же не только про еду как корм, это вкус, это подача, это сервировка, это все делает ощущение от блюда. А плюс еще, когда хороший сервис, складывается полное ощущение от всего заведения. И важно, у всех бывают косяки, важно, как люди их решают. И, здесь мне понравилось. Вот, в общем, мое блюдо тепленькое, вновь упакованное овощами, вино в бокале, я, пожалуй, продолжу.